Глава 8. Право- и левостороннее осознание. Обсуждение сновидения оказалось очень полезным не только потому, что вывело нас из тупика с нашим совместным сновидением, но и потому, что перевело последнее из смутной концепции на уровень интеллектуального понимания. Разговор о сновидении занимал нас и позволял воспользоваться паузой, чтобы снять нервное напряжение. Однажды вечером, когда я был по делам в городе, я позвонил Лагорде из телефона-автомата. Она сказала, что ходила в супермаркет, и там у нее возникло ощущение, будто я прячусь в витрине среди манекенов. Она была уверена, что я ее специально разыгрываю, и так рассердилась, что бросилась через магазин, чтобы поймать меня и задать хорошую взбучку. Затем она сообразила, что в действительности вспоминает нечто такое, что часто делала в моем присутствии, когда сердилась. И мы оба высказали желание продолжать наше совместное сновидение. Пока мы разговаривали, мы ощутили новый прилив оптимизма. Я немедленно поехал домой. Я очень легко вошел в первое состояние спокойного бодрствования. Это было ощущение телесного удовольствия, приятного излучения из солнечного сплетения, которое преобразовалось в мысль, что сейчас мы добьемся прекрасных результатов. Эта мысль превратилась в нервное ожидание. Я обнаружил, что мои мысли идут от точки покалывания в центре груди. Однако в тот момент, когда я перевел внимание туда, покалывание прекратилось. Это было похоже на электрический ток, который я мог включить и выключить. Опять началось покалывание, сильнее прежнего, и внезапно я очутился лицом с лицом с Лагордой, точь-в-точь, как если бы я повернул за угол и с ней столкнулся. Я принялся ее рассматривать. Она была настолько реальной, настолько самой собой, что мне хотелось к ней прикоснуться. Предельно чистая неземная привязанность к ней прорвалась во мне в эту минуту, и я непроизвольно начал всхлипывать. Лагорда, тотчас, чтобы это прекратить, попыталась сцепить наши руки, но не могла двинуться. Мы осмотрелись. Вокруг не было никакой застывшей картины и вообще ничего в этом роде. Меня внезапно осенило, и я сказал Лагорде, мы потому пропустили момент появления сцены сновидения, что смотрели друг на друга. Только я закончил говорить, как понял, что мы уже в новой ситуации. Звук собственного голоса меня испугал. Это был чужой, резкий и неприятный голос, от которого меня передернуло. Лагорда ответила, что мы ничего не пропустили, что наше второе внимание захвачено чем-то еще. Она улыбнулась и передразнила меня, смешно двигая губами, с выражением удивления и недовольства звуками собственного голоса. Я нашел совершенно очаровательным разговаривать в сновидении, так как сцены нашего разговора нам не снились, мы говорили наяву. Это требовало совершенно непривычных усилий, вроде тех, которые потребовались мне, когда я в сновидении спускался с лестницы. Я спросил ее, смешно ли звучит мой голос. Она кивнула и громко рассмеялась. Звук ее смеха был совершенно потрясающим. Я вспомнил, как Синара издавал чрезвычайно страшные и пугающие звуки. Таким же был смех Лагорды. Меня поразило осознание того, что мы с Лагордой совершенно спокойно вошли в свои тела сновидения. Я хотел взять ее за руку, но, несмотря на ряд попыток, не мог пошевельнуться. Поскольку у меня был некоторый опыт в движениях, при таком состоянии я приказал себе придвинуться к Лагорде. Моим желанием было обнять ее, но вместо этого я придвинулся настолько близко, что наши тела слились в одно. Я сознавал себя как индивидуальное существо, но в то же время я был частью Лагорды. Это ощущение мне страшно понравилось. Мы оставались слитыми, пока что-то не разорвало нашу связь. Я ощутил побуждение осмотреть местность. Взглянув вокруг, я ясно вспомнил, что уже видел все это раньше. Куда ни глянь, нас окружали небольшие круглые холмики, похожие на дюны. На вид они были из чего-то вроде светло-желтого песчаника или круглых крупинок серы. Небо было такого же цвета и выглядело очень низким, давящим. В некоторых местах с неба свисали клочья желтоватого тумана или каких-то испарений. Я заметил, что дыхание у нас как будто нормальное. Я не мог пощупать свою грудную клетку, но чувствовал, что она мерно вздымается при вдохе. По-видимому, желтые испарения нам не вредили.
Мы начали двигаться, медленно, осторожно, словно прогуливаясь. Но почти сразу я очень устал. Лагорда тоже. Мы скользили над самой землей, и, видимо, подобный способ передвижения был очень утомительным для нашего второго внимания. Он требовал необычайной степени концентрации. Мы не подражали намеренно нашей обычной ходьбе, но результат был таков, как будто этим мы и занимались. Движение требовало выбросов энергии, чего-то вроде периодических микровзрывов. У нас не было никакой определенной цели, поэтому вскоре мы остановились. Лагорда заговорила со мной таким слабым голосом, что я едва ее расслышал. Она сказала, что нас влечет в сторону большой тяжести, и если мы не повернем, то, несомненно, погибнем. Автоматически мы повернулись и пошли назад, но чувство усталости нас не оставляло. Мы оба настолько выдохлись, что не могли удерживаться в вертикальном положении. Мы повалились на землю и непроизвольно приняли позу сновидения. Я мгновенно проснулся у себя в кабинете, а Лагорда у себя в спальне. Первое, о чем я сказал ей после пробуждения, что раньше я уже несколько раз был в этой местности. Я видел ее, по крайней мере, в двух ракурсах, совершенно плоской или покрытой маленькими холмиками. Пока я говорил, мне пришло в голову, что я даже не уточнил, одно ли и то же мы видели. Остановившись, я сказал, что позволил себе увлечься. Затем приступил к описанию того, что видел, как если бы мы сравнивали свои впечатления от совместной воскресной прогулки. «Сейчас об этом говорить уже не имеет смысла», — сказала она со вздохом. «Но если тебе это доставляет удовольствие, то я расскажу тебе, что видела я». Она терпеливо описала мне все, что мы видели, говорили и делали. Она сказала, что тоже бывала раньше в этой пустынной пересеченной местности и знает наверняка, эта земля не принадлежит людям. Это пространство между мирами, между миром, который мы знаем, и иным миром. Это пространство между параллельными линиями, продолжала она. Мы можем приходить туда в сновидении, но чтобы покинуть этот мир и перейти в тот, надо пройти в эту область целиком, всем своим телом. Я ощутил озноб при мысли, что надо войти в это странное место в своем физическом теле. «Мы с тобой уже там бывали, в наших телах», — добавила она. «Разве ты не помнишь?» Я сказал, что все, что я могу вспомнить, это то, что я уже дважды под руководством Дона Хуана видел этот странный ландшафт, но оба раза отбрасывал этот опыт, потому что он следовал за приемом галлюциногенных растений. Следуя своему рассудку, я рассматривал этот опыт как совершенно субъективное видение, а не как достоверное явление. Я не помнил, чтобы когда-нибудь раньше видел эту местность. «Когда мы попадали туда в своих телах?» — спросил я. «Не знаю», — сказала она. «Смутное воспоминание об этом просто мелькнуло у меня в голове, когда ты сказал, что видел его раньше. Я полагаю, настала твоя очередь помочь мне закончить то, что я начала вспоминать. Я не могу на этом сфокусироваться, но припоминаю, что в это пустынное место нас и женщину Нагваль брал с собой Сильвио Мануэль, но не знаю зачем. Мы не были тогда в сновидении». Я уже не слышал, что она говорила дальше. Мой ум стал настраиваться на что-то пока еще невыразимое. Я попытался привести мысли в порядок. Они бесцельно разбрелись. На секунду я почувствовал, будто вновь вернул те годы и то время, когда я не мог останавливать свой внутренний диалог. Затем туман начал рассеиваться. Мысли пришли в порядок без моего сознательного вмешательства. И в результате всплыли законченные воспоминания о событиях, которые я уже частично припомнил во время одной из тех бесчисленных вспышек памяти, которые у меня бывали. Лагорда права. Нас уже однажды брали в ту область, которую Дон Хуан называл чистилищем. Очевидно, заимствовав этот термин из религиозной догмы. Я знал, что Лагорда права в том, что мы были там не в сновидении. В тот раз, по просьбе Сильвио Мануэля, Дон Хуан собрал вместе женщину Нагваль, меня и Лагорду. Дон Хуан объяснил, что причиной нашего сбора послужило то, что я самостоятельно, хотя и неосознанно, вошел в особое состояние сознания, представлявшее собой самую тонкую форму внимания. Прежде я уже входил в это состояние, которое Дон Хуан называл левосторонним, но очень ненадолго и всякий раз с его помощью. Одной из основных черт этого состояния, представлявшей наибольшее значение для нас, было то, что в левостороннем сознании мы могли воспринимать необозримую массу желтоватого тумана,
которую Дон Хуан называл «стеной тумана». Когда я мог ее воспринимать, она всегда находилась справа от меня и, распространяясь вперед до горизонта и вверх до бесконечности, разделяла мир надвое. Стена тумана поворачивалась одновременно с движением головы, поэтому у меня никогда не было возможности повернуться к ней лицом. В тот день, о котором идет речь, Дон Хуан и Сильвио Мануэль говорили со мной о стене тумана. Я помню, что Сильвио Мануэль схватил Лагорду за загривок, как котенка, и исчез с ней в массе тумана. Я на мгновение увидел их исчезновение, потому что в этот момент Дон Хуан каким-то образом добился того, что я оказался повернутым к стене тумана лицом. Он не хватал меня за шкирку, а толкнул в стену тумана, и следующее, что я увидел, была пустынная равнина. Дон Хуан, Сильвио Мануэль, женщина Нагваль и Лагорда также находились там. Меня не интересовало, что они делают. Я был парализован неприятнейшим и угрожающим ощущением придавленности, усталости, сводящей с ума, затрудненностью дыхания. Я ощущал, что стою внутри душной желтой пещеры с низким потолком. Физическое ощущение давления стало таким сильным, что я больше не мог дышать. Казалось, все мои физические функции остановились. Я уже не мог чувствовать ни одной из частей своего тела. Однако я все еще мог двигаться, поднимать руки, поворачивать голову. Я положил руки на бедра, но ни бедра, ни ладони ничего не чувствовали. Мои руки и ноги с виду были здесь, но на ощупь отсутствовали. Движимый безграничным страхом, я схватил женщину Нагваль за руки и сбил ее с ног. Но толкнула ее не моя мускулатура, это была сила, сконцентрированная не в моих мышцах и не в скелете, а в центре моего тела. Желая опробовать силу еще раз, я схватил Лагорду. От моего рывка она пошатнулась. Тут я понял, что энергия, с помощью которой я все это делал, исходит из стержневидного протуберанца, действующего как щупальце из центра моего тела. Все это заняло лишь секунду. В следующий момент я вновь погрузился в состояние дискомфорта и страха. Я посмотрел на Сильвио Мануэля с молчаливой просьбой о помощи. Он взглянул на меня, и я понял, что пропал. Его глаза были холодны и безразличны. Дон Хуан отвернулся от меня, и я внутренне затрясся от невыразимого физического ужаса. Мне казалось, что кровь в моем теле кипит не потому, что я чувствовал жар, но потому, что внутреннее давление приблизилось к точке взрыва. Дон Хуан приказал мне расслабиться и отдаться смерти. Он сказал, что я останусь здесь, пока не умру, и что у меня есть шанс умереть мирно, если я сделаю сверхусилие и позволю страху завладеть мной. Если же я стану с ним бороться, то умру в агонии. Со мной заговорил Сильвио Мануэль, что случалось крайне редко. Он сказал, что энергия, необходимая для того, чтобы принять мой ужас, находится в центре моего тела, и что единственным способом добиться успеха будет сдаться, не сдаваясь. Женщина Нагваль и Лагорда были совершенно спокойны. Я был здесь единственным, кто умирал. Сильвио Мануэль сказал, что, судя по тому, как я теряю энергию, до моего конца остаются мгновения, и я могу уже считать себя мертвым. Дон Хуан сделал знак женщинам следовать за ним, и они повернулись ко мне спиной. Я не видел, что они делали. Я почувствовал мощную вибрацию, идущую сквозь меня, и решил, что это мои предсмертные судороги. Моя борьба окончена. Меня больше ничего не тревожило. Я отдался неумолимому ужасу, убивавшему меня. Мое тело или образование, которое я считал своим телом, расслабилось, отдав себя смерти. Как только я позволил ужасу войти, или точнее выйти из меня, я почувствовал и увидел, как тяжелый туман, или беловатое испарение на фоне сернисто-желтого тумана, покидает мое тело. Дон Хуан повернулся ко мне и с любопытством посмотрел на мое тело. Сильвио Мануэль отошел в сторону и опять схватил Лагорду за загривок. Я ясно видел, как он швырнул ее, словно огромную тряпичную куклу, в массу тумана. Затем он вошел туда сам и исчез. Женщина Нагваль сделала мне знак, приглашая войти в туман. Я двинулся к ней, но прежде чем я подошел, Дон Хуан дал мне мощный пинок в спину, который пронес меня сквозь толщу тумана.
Я нигде не задержался и, проскочив стену, упал на землю в повседневном мире. Лагорда вспомнила это событие, когда я рассказал ей о нем. Затем она кое-что уточнила. «Мы с женщиной Нагваль не боялись за твою жизнь», — сказала она. «Нагваль говорил нам, что тебя надо заставить отпустить все, за что ты держишься. Но в этом нет ничего нового. Каждого воина-мужчину нужно подталкивать страхом. Сильвио Мануэль уже протаскивал меня через эту стену трижды, чтобы я научилась расслабляться. Он сказал, что если ты увидишь, что я чувствую себя там спокойно, это окажет на тебя влияние. Так и произошло. Ты сдался и расслабился. Тебе тоже было трудно научиться расслабляться? Нет. У женщин с этим проще. Проблема лишь в том, что нас надо протаскивать через туман. Мы не можем делать этого самостоятельно. Почему не можете? Надо быть очень тяжелым, чтобы пройти сквозь туман, а женщина легкая, даже слишком, сказала она. А как насчет женщины Нагваль? Я не видел, чтобы ее тоже кто-нибудь протаскивал. С женщиной Нагваль особый случай, сказала Лагорда. Она все могла делать самостоятельно. Она могла взять туда тебя или меня. Она могла даже самостоятельно пройти ту долину, что, как говорил Нагваль, обязательно для всех, кто странствует в неизвестное. Почему она пошла туда со мной? Сильвио Мануэль взял нас, чтобы поддержать тебя. Он считал, что тебе нужна защита 2 женских и 2 мужских сопровождающих. Защита от тех сущностей, которые рыскают там. Из этой пустынной равнины приходят союзники и другие твари, еще более свирепые. «У тебя тоже была защита?» — спросил я. «Я в ней не нуждаюсь. Я женщина. Я свободна от всего этого. Но мы считали, что ты находишься в ужасном положении. Ты был Нагваль, но очень глупый Нагваль. Мы считали, что эти свирепые союзники, если хочешь, называя их демонами, могут разорвать тебя на части. Так сказал нам Сильвио Мануэль. Он взял нас, чтобы охранять тебя с 4 сторон. Но забавным было то, что ни Нагваль, ни Сильвио Мануэль не знали, что ты в нас не нуждаешься. Предполагалось, что пройдет немного времени, пока ты потеряешь свою энергию. Затем Сильвио Мануэль собирался напугать тебя, показав тебе союзников и натравив их на тебя. Он и Нагваль планировали помогать тебе понемножку. Таково правило. Но что-то нарушилось. В ту же минуту, как ты попал туда, ты взбесился. Ты не сдвинулся ни на дюйм, а уже умирал. Ты был до полусмерти напуган, еще даже не увидев союзников. Сильвио Мануэль рассказывал мне, что он не знал, что делать, поэтому он сказал тебе на ухо то, что должен был сказать в самую последнюю очередь. Сдаться, не сдаваясь. Ты сразу успокоился, сам по себе, и им не понадобилось делать всего того, что они планировали. Нагвалю и Сильвио Мануэлю ничего не оставалось, как забрать нас оттуда. Я рассказал Лагорде, что когда я вернулся назад в этот мир, то кто-то был рядом со мной и помог мне подняться. Это все, что я помнил. «Мы были в доме Сильвио Мануэля», — сказала она. «Сейчас я могу очень многое вспомнить об этом доме. Кто-то говорил мне, не помню кто, что Сильвио Мануэль нашел его и купил, потому что дом был построен на месте силы. Но кто-то еще говорил, что ему просто понравился этот дом, он купил его и сделал местом силы. Лично я чувствую, что Сильвио Мануэль принес силу. Я чувствую, что его безупречность делала этот дом местом силы, пока он жил там со своей компанией. Когда им пришло время уходить, место силы исчезло вместе с ними, и дом стал таким же, каким он был до тех пор, пока Сильвио Мануэль не купил его, обычным домом. Пока Лагорда говорила, мой ум, казалось, еще больше прояснялся. Но не настолько, чтобы открыть, что случилось с нами в этом доме и что наполняло меня такой печалью. Не зная почему, я был уверен, что это связано с женщиной Нагваль. Где она? Лагорда не ответила, когда я спросил об этом. Наступило длительное молчание. Она извинилась, сказав, что должна приготовить завтрак. Было уже утро. Она оставила меня наедине с самим собой с очень болезненной тяжестью на сердце. Я позвал ее обратно. Она рассердилась и швырнула кастрюлю на пол. Я понял, почему. В следующей серии совместного сновидения мы еще больше углубились в тонкости второго внимания.
Это произошло несколько дней спустя. Мы с Лагордой, без особых ожиданий и усилий, оказались стоящими рядом. Она 3-4 раза пыталась сцепить руки, но безрезультатно. Она заговорила со мной, но ее речь была невнятной. Тем не менее, я знал. Она говорит, что мы опять находимся в своих телах сновидения. Она предупредила меня о том, что все движения должны делаться из средней части наших тел. Как и при нашей последней попытке, никакого целостного видения не появилось. Однако я, казалось, узнавал местность, которую видел в своих сновидениях почти ежедневно в течение года. Это была долина Саблезубого тигра. Мы прошли несколько метров, и на этот раз наши движения уже не были ни порывистыми, ни толчкообразными. Мы действительно шли, исходя из живота, не напрягая никаких мышц. Трудность состояла только в отсутствии у меня практики. Это походило на первую поездку на велосипеде. Я быстро устал и потерял ритм. Стал нерешительным и неуверенным в себе. Мы остановились. Лагорда тоже потеряла синхронность движений. Тут мы начали осматривать то, что нас окружало. Все имело неоспоримую реальность, по крайней мере для глаз. Мы находились в пересеченной местности с пышной растительностью. Я не мог определить вид тех странных кустов, которые там росли. Они походили на маленькие деревья, 1,5-2 метра высотой. На них было немного листьев, плотных и толстых, зеленовато-коричневого цвета, и огромные темно-коричневые с золотыми прожилками цветы. Стебли не были древовидными. Они выглядели легкими и упругими, как водоросли, и были покрыты длинными устрашающими шипами. Несколько погибших растений упали, и было видно, что они пустотелые. Почва была очень теплой и казалась сырой. Я попытался нагнуться, чтобы потрогать ее, но мне не удалось двинуться. Лагорда знаком показала, чтобы я использовал среднюю часть тела. Когда я это сделал, мне не понадобилось нагибаться, чтобы коснуться земли. У меня появилось что-то вроде щупальца, которым я мог чувствовать. Однако я не мог разобрать, что именно я чувствую. Не было никаких тактильных ощущений, на основе которых можно было бы воспринимать различия. Земля, которой я коснулся, казалась почвой, но на вид, а не на ощупь. Тут я погрузился в интеллектуальную дилемму. Почему сновидение кажется продуктом моих зрительных способностей? Может быть, потому что зрение доминирует у нас в повседневной жизни? Вопросы были бессмысленными. Я не был в том состоянии, когда мог бы отвечать на них, и единственным, к чему привели эти размышления, было ослабление моего второго внимания. Лагорда прервала мои рассуждения, хорошенько боднув. Я ощутил как бы удар. Дрожь пробежала по всему телу. Она показала вперед. Как обычно, саблезубый тигр лежал на каменистом выступе, где я его видел всегда. Мы приблизились, пока не оказались в 2 метрах от камня, так что нам приходилось поднимать голову, чтобы смотреть на тигра. Мы остановились. Он поднялся. Его размеры были поразительные, особенно длина. Я знал, что Лагорда хочет пройти со мной вокруг тигра на ту сторону холма. Я хотел сказать ей, что это может быть опасно, но не знал, как ей это передать. Тигр казался сердитым, возбужденным. Он присел на задние лапы, как бы собираясь прыгнуть на нас. Я испугался. Лагорда повернулась ко мне, улыбаясь. Я понял, что она говорит, чтобы я не поддавался панике, так как тигр был только образом, подобным призраку. Движением головы она подталкивала меня идти вперед. Однако на неизмеримо более глубоком уровне я знал, что тигр является сущностью. Может быть, не в таком физическом смысле, как в нашем обычном мире, однако вполне реальный. А поскольку мы с Лагордой были в сновидении, мы потеряли свою повседневную материальность. В этот момент мы были с тигром на равных. Наше существование тоже было призрачным. Мы сделали еще один шаг по настоянию Лагорды. Тигр прыгнул. Я видел, как в воздухе взметнулось его огромное тело, направляясь прямо на меня. Я потерял ощущение, что я в сновидении. Для меня тигр был реальным и через мгновение должен был меня растерзать. Каскад огней, образов, самых интенсивных красок
какие я только видел, замелькали вокруг меня. Я проснулся в своем кабинете. После того, как мы добились значительных успехов в совместном сновидении, у меня появилась уверенность, что мы ухитрились сохранить свою отрешенность и торопиться больше некуда. Нас заставляли действовать не результаты наших усилий. Скорее, это было какое-то всеохватывающее побуждение, дававшее нам толчок действовать, безупречно, без мысли о награде. Наши последующие сеансы были такими же, как и первый, за исключением быстроты и легкости, с которой мы теперь входили во второе состояние сновидения – динамическое бодрствование. Наше искусство в совместном сновидении дошло до такого уровня, что мы с успехом повторяли его каждую ночь. Без всякого специального намерения с нашей стороны наше совместное сновидение фокусировалось наугад на 3 областях – на песчаных долинах, на долине Саблезубого тигра и, самое важное, на забытых событиях прошлого. Когда перед нами предстали сцены, имевшие отношение к забытым событиям, в которых Лагорда и я играли важную роль, она без всяких затруднений сцепляла свою руку с моей. Это действие давало мне иррациональное ощущение безопасности. Лагорда объяснила, что этот акт необходим для того, чтобы рассеять абсолютное одиночество, которое является результатом второго внимания. Она сказала, что смыкание рук вызывает чувство объективности, и в результате мы можем следить за действиями, происходящими в каждой сцене. Иногда мы непосредственно вовлекались в эту деятельность, а иногда бывали полностью объективными и наблюдали за сценой, как в кино. Когда мы посещали песчаные дюны или долину Саблезубого тигра, мы не могли сомкнуть руки. В этих случаях наши действия никогда не повторялись. Они никогда не были предусмотренными и всегда производили впечатление спонтанных реакций на новую ситуацию. По мнению Лагорды, большинство наших совместных сновидений распадалось на 3 категории. Первая, основная, состояла из повторного участия в событиях, которые мы уже когда-то пережили. Вторая, когда мы оба наблюдали за действиями, которые когда-то совершал я один, страна Саблезубого тигра относилась к этой категории. Третья – действительное посещение области, которая существовала, такой же, какой мы видели ее в момент посещения. Лагорда утверждала, что упомянутые желтые холмы существуют здесь и сейчас, и что именно так они выглядят и так расположены для приходящего туда воина. В одном пункте мне хотелось с ней поспорить. У нас случались загадочные встречи с людьми, которых мы почему-то забыли, но с которыми явно были знакомы. Саблезубый тигр, с другой стороны, был существом из моего сновидения. Я не мог воспринимать его и тех людей, как относящихся к одной категории. Прежде чем я успел задать свой вопрос, я уже услышал ответ Лагорды. Казалось, она и впрямь читает в моей голове, как в открытой книге. «Они все одного класса», — сказала она и нервно рассмеялась. «Мы не можем найти объяснение тому, почему мы забыли или как так получилось, что теперь приходится вспоминать. Мы ничего не можем объяснить. Саблезубый тигр где-то там. Мы никогда не узнаем, где. Но почему мы должны тревожиться из-за каких-то там надуманных несоответствий? Сказать, что это факт, а вот это сновидение не имеет ни малейшего смысла для другого «я». Обычно мы с Лагордой занимались совместным сновидением как средством достижения невообразимого мира скрытых воспоминаний. Оно позволяло извлекать на поверхность события, добраться до которых посредством повседневной памяти было невозможно. Когда мы перебирали такого рода события во время бодрствования, это вызывало еще более детальные воспоминания. Подобным образом мы, так сказать, освободили массу погребенных в нас воспоминаний. Потребовалось почти 2 года невероятных усилий и концентрации, чтобы начать понимать, что же с нами было на самом деле. Дон Хуан говорил, что человеческие существа разделены надвое. Правая сторона, которую он называл тональ, охватывает все, что может воспринимать интеллект. Левая сторона, нагваль,
царство, черты которого неописуемы, мир, который невозможно заключить в слова. Левая часть до какой-то степени воспринимается, если это можно назвать восприятием, всем нашим телом. Отсюда и его сопротивление построению концепций. Дон Хуан говорил нам также, что все способности, возможности и достижения магии, от самых простых до самых немыслимых, заключены в самом человеческом теле. Исходя из того, что мы разделены надвое, и что все вообще заключено в человеческом теле, Лагурда предложила объяснение наших воспоминаний. Как она поняла, в течение всего периода нашей связи с Нагвалем, Хуаном Матусом, наше время было разделено поровну между состояниями нормального осознания на правой стороне, тонале, где преобладает первое внимание, и состояниями повышенного осознания на левой стороне, Нагвале, или на стороне второго внимания. Лагурда считала, что усилия Нагваля были направлены на то, чтобы привести нас к другому «я» при помощи контроля над вторым вниманием, посредством сновидения. Однако в непосредственный контакт со вторым вниманием он вводил нас при помощи манипуляций с телом. Лагурда прибавила, что он заставлял ее переходить от одного края к другому, толкая ее или массируя ей спину, а иногда нанося сильный удар в область правой лопатки. Результатом было вхождение в состояние необычайной ясности. Лагурде казалось, что в этом состоянии и в этом мире все происходит гораздо быстрее, но там эта скорость не чувствуется. Спустя несколько недель после этого рассказа Лагурды я вспомнил, что точно так же бывало и со мной. В любой момент Дон Хуан мог нанести мне сильный удар в спину. Я всегда ощущал этот удар между лопатками и чуть выше. За ударом следовала необычайная ясность. Мир оставался таким же, но становился четче. Я становился самим собой. Видимо, удар Дона Хуана отключил мою способность суждения, и она больше не вмешивалась в непосредственное восприятие. Я мог оставаться в этом состоянии неопределенно долго или до тех пор, пока Дон Хуан не наносил мне второй удар, чтобы вернуть меня в нормальное состояние осознания. Он никогда меня не толкал и не массировал. Это всегда был прямой и сильный удар, раскрытой ладонью, удар, от которого у меня на секунду перехватывало дыхание. В таких случаях я обычно начинал задыхаться, дышал мелко и часто, пока не восстанавливал дыхание. Лагурда рассказывала о таком же эффекте. Удар Нагваля мгновенно опустошал легкие, и, чтобы их вновь наполнить, приходилось лихорадочно хватать воздух. Это судорожное дыхание, считала Лагурда, было здесь основным фактором. Именно оно вызывало перемену, но каким образом дыхание воздействовало на восприятие и сознание, этого она не могла объяснить. Она сказала также, что ей никогда не наносился удар, чтобы вернуть ее в нормальное осознание. Возвращалась она уже самостоятельно, хотя и не знала как. Все, что она рассказала, похоже, в равной степени относилось и ко мне. Не только в детстве, но уже будучи взрослым, когда мне случалось грохнуться спиной, я испытывал такое ощущение, будто из легких сразу вылетал весь воздух. Но последствия удара Дона Хуана, хотя я тоже моментально становился бездыханным, были совсем иными. Тут не было никакой боли, вместо этого возникало ощущение, описать которое невозможно. Пожалуй, точнее всего было бы сказать, что внутри у меня внезапно возникала сухость. Удары в спину, казалось, высушивали мне легкие и затягивали все вокруг туманом. Затем, по наблюдениям Лагурды, все, что затуманивалось после удара, становилось кристально ясным, одновременно с восстановлением дыхания, как если бы дыхание было катализатором, фактором первостепенной важности. То же самое происходило со мной на пути к нормальному повседневному осознанию жизни. Воздух бывал из меня выбит, мир становился затуманенным, а затем он прояснялся, когда я вновь наполнял легкие воздухом. Еще одной чертой этих состояний повышенного осознания было ни с чем не сравнимое богатство наших личных взаимодействий. Богатство, которое наше тело воспринимало как ощущение ускорения. Наши двухсторонние перемещения между левой и правой сторонами облегчали нам понимание того, что на правой стороне
слишком много энергии поглощается поступками и взаимодействиями нашей повседневной жизни. На левой стороне, напротив, существует врожденная потребность в экономии и скорости. Лагорда не могла описать, чем в действительности была эта скорость. Не мог и я. Лучше всего я мог бы сказать, что на левой стороне я мог схватывать значение всего с особенной точностью и направленностью. Любая грань деятельности была свободна от вступлений и введений. Я действовал и отдыхал. Я шел вперед и отступал без всяких мыслительных процессов, столь обычных для меня. Именно это мы с Лагордой понимали как ускорение. В какой-то момент мы выяснили, что богатство восприятия на левой стороне появлялось постфактум, то есть наши взаимодействия оказывались такими богатыми в свете нашей возможности запоминать их. Мы понимали, что в этих состояниях повышенного осознания мы воспринимали все одним целым куском, монолитной массой неотделимых деталей. Мы назвали эту способность воспринимать все сразу интенсивностью. Годами мы считали невозможным использовать отдельные составляющие части этих монолитных кусков опыта. Мы не могли синтезировать эти части в такую последовательность, которая имела бы смысл для интеллекта. Поскольку мы не были способны на такой синтез, мы не могли и вспомнить, и эта наша неспособность вспомнить была фактически нашей неспособностью расположить воспоминания в линейной последовательности. Мы не могли, так сказать, разложить наши переживания перед собой и собрать их последовательно одно за другим. Полученные переживания были доступны для нас, но в то же время мы не могли до них добраться, так как они были отгорожены от нас барьером интенсивности. Следовательно, задачей воспоминания было соединить наши левые и правые стороны, объединить эти две стороны различных форм восприятия в единое целое. Это была задача по интеграции целостности самого себя путем расположения интенсивности в линейной последовательности. Для нас стало ясно, что та деятельность, в которой мы принимали участие, могла занимать очень мало времени, если судить по часам. Из-за нашей неспособности воспринимать в терминах интенсивности, мы могли иметь только подсознательное восприятие больших отрезков времени. По мнению Лагорды, если бы мы могли расположить интенсивность в линейной последовательности, мы были бы вправе честно признать, что прожили 1000 лет. Прагматический шаг, предпринятый Доном Хуаном для того, чтобы облегчить нам задачу воспоминания, состоял в том, что он вводил нас в контакт с различными людьми, пока мы находились в состоянии повышенного осознания. Он тщательно следил за тем, чтобы мы не видели этих людей в состоянии обычного осознания. Закончив наши воспоминания, мы с Лагордой вошли в очень смутное состояние. У нас было детальное знание о социальных взаимодействиях, которые мы разделяли с Доном Хуаном и его партнерами. Это не были воспоминания в том смысле, как я мог бы вспомнить эпизод из своего детства. Это были более чем живые, детальные воспоминания о событиях. Мы восстановили разговоры, которые, казалось, еще звучали у нас в ушах, как если бы мы их слышали прямо сейчас. Мы оба чувствовали, что излишним было бы стараться разобраться в том, что с нами произошло. Все то, что мы вспоминали, с точки зрения нашего опыта, происходило непосредственно сейчас. Таков был характер наших воспоминаний. Наконец-то мы могли ответить на вопросы, так мучившие нас. Мы вспомнили, кем была женщина Нагваль, какое место она среди нас занимала, какова была ее роль. Мы вспомнили, а точнее вычислили, что провели одинаковое время с Доном Хуаном в состоянии нормального осознания и с Доном Хуаном и его товарищами в состоянии повышенного осознания. Мы восстановили каждый нюанс этих взаимоотношений, скрытых интенсивностью. После вдумчивого обзора всего того, что мы обнаружили, мы хоть и минимальным образом, но соединили две свои стороны. Затем мы обратились к другим темам, к новым вопросам, которые встали на место старых. Существовало 3 предмета, 3 вопроса, суммировавших все, что нас волновало. Кто был Дон Хуан,
и кем были его компаньоны, что они действительно делали с нами и куда они все ушли.